Счастье летит. Пошла подушилась, прежде чем делать. И руки помыла, прежде чем девам делать. Да, да. И посылаю вам счастье. Эту формулу счастья. Крепко за нее держитесь, мои хорошие. Апрель месяц. Апрель месяц. Очень сильный месяц для дев, королев и королей. Сильный месяц. И месяц такой, куда мысль Меркурий, туда жизнь. И сейчас мы все это свяжем. Вы все это прям вот по полочкам, как вы любите. Аккуратненько, чистенько, по полочкам, пунктуально. Это все сейчас с вами разберем. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Сразу такой аккуратненький лайк. Спасибо. Спасибо. Итак, мои хорошие. Очень хочу начать сразу же с вашего Меркурия. Все планеты находятся в прямом движении. То есть воздух открыт. Воздух. Меркурий – это ваш управитель. Он находится в земном знаке. Но это Меркурий – это воздух. Мысль, речь – это все то, что делает вот движение воздуха. И оно, основной управитель также является это и близнецов, то есть воздуха. Но находится, конечно, это ваш управитель, находится в вашем земном знаке. И ваша мысль, ваш Меркурий, ваша коммуникация, она очень стабильная, устойчивая, не такая подвижная. Вот за что-то, вот вы за что-то взялись, вы это скрупулезно делаете, доводите до совершенства. А потом как это взять и отпустить, как это взять и отпустить, держитесь за это очень сильно. Точно так бывает у вас мысль. Вот привяжется мысль, и вот вы ее пестуете. Хорошо, что если это на карьеру, на развитие, на позитив, хорошо. А когда это немножко другого характера мысль, вот вы ее крутите, вы ее пестуете, полжизни можете отдать, потом прям так ее прикормили, что отпустить сложно. Поэтому начинаем с вашего Меркурия и смотрим, где находится ваш Меркурий. Ваш Меркурий находится в знаке зодиака Телец. И там какой Меркурий? Домашний, семейный, уютный. Договориться, успокоить, примирить. Ну и извиниться могу, ну и подумаешь. Ну, уступить могу. Вот такой там Меркурий. Очень комфортный там Меркурий. И для вас Меркурий находится в секторе компаний, окружения, единомышленников, группы людей. Там, где действительно этому Меркурию есть место. Он любит бывать в этом секторе. Там секторе, где ты развиваешься. Курсы какие-то, учеба, новый язык изучаешь, новую культуру, немножечко прикоснуться к философии жизни, немножечко порассуждать, как-то все это аккуратно, эти все мысли привести в порядок, собрать, коммуникации, да, немножко отсеять свой круг знакомых, да, кого-то ближе подпустить, кого-то подальше. Ты вот такую вот делаешь здесь сортировку, вот в этом секторе. И вполне может быть, что поступает в этот период к вам знакомства, предложения какие-то, идеи, какие-то возникают желания, курсы где-то с кем-то. Но это все какая-то компания, какая-то группа людей. Очень красивый сделает секстиль с Сатурном в самом начале 5 числа. И этот секстиль качественный. По Сатурну качественный. Поменяться, обменяться опытом, получить новый опыт, новые знания получить. Самому где-то свои знания применить. А еще и очень хорошо, чтобы эти знания оформить материально.
Не просто я где-то представляю свою какую-то компанию, а я еще и рекламирую. То есть за рекламу своей компании могу получить от представителей своей компании бонусы какие-то. То есть и продажа очень хорошо своих знаний. И встречаешь, проходишь определенный очень качественный опыт. Следующее, 8 числа, чудесный, шикарный секстиль с Марсом. Тоже делает ваш Меркурий. Очень хороший с Марсом. Меркурий находится в Тельце. Красивый секстиль с Марсом. Мужская, женская энергия по Меркурию. Что это такое? Это знакомство, это слова, это разговоры, это обещания, это люди с друг другом говорят, переговаривают, причем очень качественно. Не кто-то больше, кто-то меньше, друг в друге заинтересованы одинаково. Потом это очень и материальный аспект. Вы приходите, вы договариваетесь с компанией, там мужская энергия, менеджер компании, вы с ним договариваетесь, вы приятны, вы объясняете, вы контактируете, вы друг другу, вы показываете, рассказываете друг другом обмен, но вы заключаете договор очень хорошо, материальный. Либо контракт какой-то берете, либо вы остаетесь здесь работать, но повышаетесь и так далее. То есть это и по обмену информацией очень продуктивно и материально очень продуктивный аспект. Но есть маленькие «но». Тоже по Меркурию, которые говорят, куда мысль, туда жизнь. Вот как я мыслю, так я живу. И это делает нам Лилит. Лилит – это фиктивная точка. Казалось бы, что рассматривать фиктивная точка? Нечего рассматривать, но она есть. Их две фиктивные точки. Ангел-хранитель белая луна и Лилит черная луна. Поэтому раз она присутствует, значит мы ее и рассматриваем. Две фиктивные Лилит, я их называю куколка. Лилит такая куколка-сплетница. Вот такая Лилит. И она действительно сплетничать будет 11 и 30 апреля. Два таких делает серьезных аспекта с Меркурием. А Меркурий что? Меркурий – это коммуникация, то есть разговоры. То есть что? Лилит, сплетня и разговоры – это одно и то же. Ты разговариваешь или ты сплетничаешь? Ты общаешься со мной или ты вредительством занимаешься, моим разговором говоришь, а я видела, а я слышала, а я узнала, что тебя увольняют, ой, а я твоего там мужа видела, ой, тебе эта помада не идет, ой, это... То есть ты со мной коммуницируешь, ты со мной разговариваешь, но ты мне... Это вот такие будет выстраивать Лилит. Поэтому, девы, куда мысль, туда жизнь. И как бы себя ни вела, Лилит – фиктивная точка. Это очень расходящийся аспект. Поэтому только к первоисточнику ни о чем не реагируя до тех пор, пока я точно не проверю, пока я точно не узнаю, пока я точно своими глазами не почитаю этот документ. Только потом я на это каким-то образом буду реагировать. А не так, что кто-то позвонил, кто-то сказал, где-то услышала, как-то непроверенную информацию, я на нее не реагирую. Почему? Потому что если мне эта мысль засядет, я начну ее обрабатывать, обслуживать, и она так хорошо внедряется, и потом полжизни с ней разбираться. Уже это пройдет событие, уже все эти лица, все уйдут из твоей жизни, а ты эту мысль крутишь, ты ее, потому что вы – это мысль. А что такое мысль? Это энергия жизни. Так, дальше мы смотрим. Роскошный, чудесный, возвращаемся к роскошному, чудесному Солнце. Солнце – мужская энергия, Солнце – это очень сильная энергия, и Солнце находится в знаке зодиака Овен и начинает свой астрологический путь. То есть Солнце имеет свой астрологический Новый год. Начинается именно тогда, когда солнышко заходит в знак зодиака Овен. Что это для вас? А это для вас это Солнце, положение Солнца в 8 секторе, в секторе Скорпиона. То есть управитель там Марс и Плутон. Вот такой сектор у вас поднимается. То есть Солнце
находится в управителе Марса тоже. Вот такая сила Солнца. Для вас в апреле месяце Солнце очень сильное. Сильное для того, чтобы решить свои финансовые дела. Это пенсии, надбавки, бонусы, кредиты, страховки. Это рождение и вполне может быть уходит кто-то из жизни. Это как может быть физическое, точно так же и духовно. Уходит что-то от вас, кто-то уходит от вас в жизни, но на его место рождается что-то новое. Это могут уйти страхи, это может уйти нелюбимая работа, это может уйти какие-то ненужные привязанности, это могут уйти ненужные килограммы. А на них появится, на этом месте тут же что-то новое зарождается. Вот такое сильное для вас Солнце. И это Солнце делает роскошное соединение с Юпитером. Это Солнце делает соединение 11 числа с Юпитером. Огня много. Огонь настолько активный, но молодой активный. Это не такая активность, а это активность на вкус к жизни, жажда жизни, интерес к жизни, радость жизни, позитив жизни. Вот такая энергия, она активная вот на это. И делает с таким роскошным мудрецом, старцем, именно мудрецом, философом, делает вот такое чудесное соединение. То есть друг к другу две планеты, они обнимаются, здороваются, руку помощи протягивают, плечо свое подставляют. Они так сильно взаимодействуют, и все это у вас по 8 сектору. Да, здесь на высоком уровне психика, психология, еще раз говорю, какие-то страхи, какие-то неуверенности, какие-то уныния, это все может уйти. Вот откуда оно пришло, вот таким образом оно туда и может незаметно уйти туда, откуда оно пришло. Если какой-то был зажим, если какой-то был страх, если была какая-то неуверенность, и казалось бы, она была на ровном месте, вот она вот так же и исчезнет. Вы и даже не заметитесь, как это от вас может отступить. Вот настолько сильный для вас этот месяц, если разберетесь со своим Меркурием, то есть свою мысль направите на только созидание, на только позитив. Не топтаться, а особенно не заглядывать туда в прошлое. Только вперед, только в позитив. Вот такое Солнце, и оно еще, это Солнце, сделает очень красивый, роскошный секстиль с Сатурном. А Сатурн — это капитальная, основательная, это стихия вам очень знакома, земная стихия, приземленная. Это стихия с опытом, вы приобретаете хороший такой опыт, вы выводы очень хорошие можете по этому секстилю сделать, основательность, такая капитальность, значимость, ответственность. Это вот такой чудесный секстиль. За что вы не возьметесь, у вас будет получаться, как будто бы вы такой опыт имели. Вот возьметесь за что-то и начинаете это дело, оно вам, как будто вы 10 лет этим занимались, а вы только начали это изучать, вы только столкнулись с этим. Легко начинания любые могут у вас быть, тем более начинается астрологический год. Полнолуние будет 6 числа в знаке зодиака Весы, и это полнолуние будет у вас в секторе финансов и в секторе партнерства. Очень гармоничное, но что-то этот период заканчивается. Вот это партнерство, которое у вас было, и заканчивается для того, чтобы сделать какие-то выводы. Если вас это устраивает, если у вас это все хорошо, вы закроете один этап, у вас начинается другой. Если вас это не устраивает, если вас все это отработало, вы совершенно закроете и откроете в новая дверь откроете. Это вот такое будет у вас 6 числа полнолуние. 20 числа будет новолуние, то есть солнечное затмение в знаке зодиака Овен. Там, где у вас 8 сектор, там, где у вас Солнце в 8 доме, там находится Солнце, оно у вас такое очень сильное. Там же будет новолуние, тоже в 8 секторе. Но посмотрите, насколько у вас
в апреле месяце, насколько у вас мощь появляется. Появляется стабильность, психологическая стабильность. У вас финансовая очень хорошая стабильность, независимость. Вы страхи, которые у вас были, неуверенность, оно фундамент приобретает. Вы как будто бы встали куда-то, себя поставили на какой-то пьедестал, абсолютно заслуженно. Так что месяц для вас очень сильный. Итак, еще что хотела, давайте еще посмотрим, что у нас делает и где Венера. Конечно же, рассмотрим Венеру и Марс. Венера до 11 числа будет, с 11 числа будет находиться в знаке зодиака Близнецы, пойдет по сектору самому высокому, это для вас статусный сектор, это то, что вы любите, статус, карьера, где моя осанка королевская, где вообще мое кресло, мое место. Это вот тут вот у вас проходит Венера, она находится в Близнецах, она там с шармом, она там красива, она там и красивая, и умная, и шарм имеет. Вот такая роскошная здесь Венера. Она тоже сделает очень красивый секстиль с Нептуном, сделает очень красивый трин с Плутоном, а вы находитесь вот в этом знаке, где управитель Плутон, вот в этом секторе, то есть в 8, где управитель Плутон на вас очень сильно отработает, так как работает финансовая сторона, так же, как и работает психологическая сторона, то есть какое-то вот освобождение, излечение, избавление вот таким образом, а также финансовая сторона, а также очень личная. Что-то очень личные знакомства, романтика, встречи, замужество. Кстати, очень хороший месяц для того, чтобы сойтись вместе, узаконить свои отношения, статус другой дать этим отношениям. Смотрим Марс. Марс сделает очень красивый, Марс будет находиться в знаке зодиака Рак, сделает очень красивый секстиль с Ураном, Марс к Урану, Уран находится в Тельце, мужская, опять женская энергия, случайно, вдруг, неожиданно получаете новое предложение, получаете новую какую-то неожиданную, приятное известие, новое предложение, может быть, улететь куда-то, романтическое путешествие. Абсолютно месяц, так скажем, задел сделает всему году. И это ваш месяц. Только разберитесь со своим Меркурием. То есть, куда мысль, туда и моя жизнь. Вот таким образом будет для вас этот чудесный, прекрасный месяц апрель. Ну что, мои хорошие, счастье, такое крепкое счастье посылаю вам. А вы знаете и умеете это ценить. А я от вас жду такой счастливый, крепкий лайк. Обнимаю вас.